Как им удалось найти меня? Твой друг проболтался. Как только он сказал про ниндзя, я сразу все поняла. Хорошо, я готов сотрудничать, с вами расскажу все, что вам нужно. Ты в Валоранте уже 1,5 года, и я знаю, что до Нави ты успел сменить несколько команд, и вот хочется услышать о твоих переходах вот с самого начала твоего пути в Валоранте. Все началось, наверное, с таких более матчмейкинговых миксов. То есть я находил ребят с матчмейкинга и пытался с ними как-то попробовать собрать команду. И в итоге так получилось то, что я играл с другом матчмейкинг и нашел европейских друзей. И с европейскими друзьями я уже начал пробовать собирать составы, команды, играть турниры и так далее. Как-то мне Европа больше понравилась сначала по духу, по общению. И Европа в целом — это очень крутой опыт, который помогает ребятам научиться общаться на английском языке и так далее. В общем, приобрел себе много новых друзей. Вот проиграл где-то полгода в одной команде европейской. И что это была за команда? Команда называлась Хейсдир. То есть там было 4 шведа и я. И с этими шведами я где-то как раз полгода играл. Мы выиграли там несколько турниров вроде бы. И так как у нас не получилось найти никакую организацию, то мне поступило предложение от команды NIP, с которой я играл последний год, 2021. Вот. И после как раз всех тех неудач, которые происходили в команде, так получилось то, что организация дала нам возможность переходить в какие-то другие команды. То есть, скорее всего, организацию просто не удовлетворяли результаты в Европе, и они решили сменить регион. Сначала ребята некоторые расстроились, конечно, потому что все-таки безумно очень крутой опыт мы получили, играя вместе где-то около года. Мы стали я бы сказал, даже очень близкими друзьями друг для друга. И как-то вот, То есть как семья. Между командой у вас не происходило уже в конце ссор, да, когда вы там начали чуть хуже играть, не показывать тот результат, который не вам нужен был? Ну, скорее всего, да. Но ссор прям диких, таких огромных, очень серьезных не было. Были там некоторые конфликты, возможно, на почве из-за того, что как раз все это произошло. У ребят там пропала мотивация, возможно, что-то делать вместе для организации. Но последний турнир мы играли на полную возможность, хоть ничего особо не получилось. Возможно, кто-то был расстроен. Лично я играл на полную возможность своих сил, вот, но все равно не получилось, поэтому да. Другие ребята уже смогли найти команды? Вроде да, вроде все нашли новые дома, и как-то для всех все стало удобно. Ну, согласно Лигопедии, твоя первая команда была вообще фишка в том, насколько я знаю. Ну да, ну не то, что команда, но просто мы играли несколько турниров вместе с ребятами. То есть я искал составы, и вот как раз фишка в том, сыграл вроде бы пару матчей за них, и потом понял то, что лучше начать в Европе, мне кажется. Потому что Европа все-таки такой более главный регион среди всех, и там больше возможностей, больше организаций, больше опыта. Но сейчас ты в команде СНГ региона, и ты говорил, что вот в Европе лучше играть. Valorant там более популярный. Ну да. Что насчет СНГ региона думаешь? СНГ регион не особо популярный. Я думаю, он среди ЕМЕ, я думаю, таких как Турция, Европа и СНГ, я думаю, как раз СНГ менее популярен среди всех остальных, потому что, не знаю, возможно, в СНГ популярны другие игры, там CSGO та же самая, я думаю. Потому что Valorant, он не для всех, я бы сказал. Это не типичный шутер по типу там то же самое, опять же, CS и других игр. Там Battlefield, я не знаю, любая игра абсолютно шутер. Он такой более разносторонний, то есть вот и в СНГ, возможно, не особо популярный такой жанр игр, потому что, я не знаю, разные люди бывают, разные предпочтения. Думаешь, ситуация будет меняться в СНГ в лучшую сторону насчет Valorant? Я думаю, должна меняться, потому что, опять же, приходят новые организации, приходят новые люди. Я думаю, все со временем будет лучше, потому что это только начало игры, 1,5 года только. Она только начинает развиваться. Думаю, это было у всех почти игр. Никакая игра не была сразу такой популярной, потому что все-таки Valorant — это первая игра, насколько я понял, от именно Riot'ов, именно такая в плане шутеров и так далее. И в отличие от других там игр CS с историей там 20-летней, которая имеет огромную фан-базу и большой опыт, опять же, там всяких турниров и так далее. Вот Valorant пока что только начинает свой путь, но я думаю, все получится.
Я тоже думаю, что оператор еще будет тоже видеть результаты и развивать их. Пока мы не ушли еще далеко в Valorant, расскажи, что было в твоей карьере до Valorant, потому что я знаю, что была еще одна игра. Да, была игра под названием Warface, в которую я играл где-то 3 года. И за эти 3 года, опять же, я бы не сказал то, что эти 3 года были потрачены впустую. Все-таки Warface — это то, что открыло для меня все-таки путь медиапространстве, путь как киберспортсмена все-таки в шутерах. То есть для меня Warface все-таки крутая игра была, потому что мне было только 14 лет, и я начал играть уже на таком уровне, в такую игру с миллион людьми, опять же, которые еще лучше, еще круче. То есть была мотивация расти куда-то, была мотивация стать лучше. Но ты начинал играть больше для себя, и потом так вышло, да, что ты стал киберспортсменом? То как есть, это получилось? Играл я, понятное дело, начал мало играть вообще где-то, когда, наверное, мне было лет 12-13. То есть такие моменты были, когда даже не задумывался о карьере там, киберспортсмена и так далее. То есть просто играл в удовольствие, играл для себя. А потом уже появились всякие турниры, я начал узнавать, что это. Начал играть всякие миксы там с ребятами разными. То есть вот там собирались составы. В любом случае, это крутой был опыт. Я нашел много друзей, с которыми общаюсь по сей день, и это безумно круто, то, что игра может дарить настолько много крутых эмоций положительных, много разных общений с разными людьми, то есть безумно круто. А расскажи вот и оцени заодно, что сейчас вообще происходит в киберспортивном Warface. Есть ли что-то? И будет ли развиваться тоже? Я, честно скажу, не особо слежу за турнирами, именно как они проходят и так далее. Слежу, возможно, за некоторыми своими там друзьями, как они выступают. То есть, а именно так, чтобы на постоянной основе мне это не особо интересно, потому что, я не знаю, для меня лично эта игра уже окончила свое развитие, то есть мне там нечего больше ловить. То есть если бы я сейчас играл по сей день, я думаю, у меня бы не было мотивации играть в эту игру, потому что там нет ничего нового, там все одно и то же. Там происходит все только хуже, лично для меня. То есть некоторым ребятам, возможно, в кайф играть, потому что они уже приобрели какую-то фан-базу в этой игре, им некуда идти. Некоторые люди просто играют, потому что это как хобби. Ну, Warface, опять же, я бы не назвал это киберспортивной игрой, потому что, во-первых, там нет никаких организаций, там нет никаких контрактов. То есть ребята просто как хобби могут заходить в любое время играть турниры там по своей воле, уходить, переходить в другие команды по своей воле. А именно Valorant — это такая игра более на профессиональном уровне, то есть тут ты тренируешься в 3 раза больше, чем в Warface. В Warface тебе хватит там пару часов поиграть тренировки со своими друзьями, и ты можешь играть турниры сколько хочешь. Да, вот явно видно, что в Valorant ты, по крайней мере, у тебя было большое желание начинать играть, но насколько это было сложно чисто перестроиться механически с одной игры на другую? Warface, как вообще было? В Warface были тренировки малые, там по 2-3 часа были, то есть это было вечером, то есть ты поиграл вечером где-то в 7, то есть для меня это было вообще удобно. А Valorant, когда я переходил, я еще не знал вообще, как работают тренировки, то есть я просто играл в матчмейкинг с удовольствием с друзьями. Потом уже, когда появилась первая команда только, тогда уже начались всякие тренировки по полдня, и да, это намного тяжелее как физически, так и в моральном плане, то есть нужно подстраиваться под это все, потому что ты не можешь просто ставить это как хобби. То есть это твоя работа, потому что ты тратишь на это намного больше времени, ты получаешь за это, как говорится, плату. В Warface ты мог как бы абсолютно ничего не делать и играть турниры, но при этом ты как бы ничего не зарабатывал. То есть турниры сами как постоянный заработок, это очень тяжело назвать, потому что все зависит от того, какое место ты займешь. А Valorant — это именно такое, прям как работа. То есть ты работаешь по, допустим, часов 8 в день, и ты получаешь за это как бы свои, как говорится, деньги. Так, сейчас вы с парнями на буткемпе. Расскажи, как вообще тебе с ними сейчас играть, начинать было играть, и как ты вообще получил приглашение для вступления в Нави? Пока что на буткемпе все хорошо. Мы первые пару дней пока что привыкаем просто к обстановке, друг к другу. Из-за часовых поясов немного все тяжелее там просыпаться и так далее, но в целом это все решаемо со временем. Вот. Насчет Нави у меня было несколько возможностей, то есть идти и продолжать играть в Европе, либо вернуться к СНГ и играть на своем родном языке со своими друзьями, наверстать, как говорится, все возможности и быть лучшими в СНГ. Единственная возможность — это была Нави.
Потому что во всех остальных я не видел именно такого желания. То есть для меня был приоритет в команде — это найти людей, с которыми тебе будет приятно играть в первую очередь, потому что для меня самое важное — это атмосфера в команде и то, как люди в целом общаются друг с другом. То есть играют не из-за денег, именно играют из-за мотивации выигрывать турниры. То есть не будет такого, то, что ты приходишь на тренировки и ты просто тратишь время ради того, чтобы получить свои деньги. То есть ты приходишь на тренировки и реально получаешь удовольствие от общения друг с другом, от игры друг с другом. Это именно это я и хотел от команды. То есть и это я и нашел в целом в Нави. Сколько времени ты уже в Нави? Дней, месяцев? В Нави я где-то начал именно первые тренировки где-то в начале декабря. То есть в Нави в целом я... То есть уже больше месяца чуть-чуть? Где-то месяц, около месяца? Ну, около месяца, да, немного меньше. Немного Хватило больше, этого времени, чтобы вот сейчас играть первый турнир? Я думаю, да. Месяц в целом мы сделали очень много работы за месяц. Мы открыли для себя всякие разные прикольные вещи. Я открыл для себя тоже много вещей разных на новых агентах. Вот, и в целом пока что идет все хорошо. Тренер играет большую роль сейчас в твоем развитии в этой команде? Я думаю, да. Тренер играет сейчас самую большую роль, потому что я пришел только в команду, и в команде как раз тренер мне помогает больше всего, так как тренер, я бы сказал, что тренер играет важную роль только потому, что он помогает тебе найти то, что тебе нужно, то есть найти свой путь в плане командного игрока. То есть тренер видит со стороны все абсолютно, то, что не видят другие игроки. То есть тренер видит нас всех пятерых, и он видит абсолютно каждую деталь, каждую ошибку каждого человека. То есть он мне помогает больше всего только из-за этого, я думаю, потому что другие игроки, конечно, тоже помогают, тоже оказывают влияние, но не такое большое, как тренер, потому что тренер именно указывает на все твои ошибки, тренер указывает на то, что тебе нужно найти в будущем, то есть всякие там раскидки и так далее. Показывает также ошибки в плане коммуникации. То есть это очень большая работа, я бы сказал. И она очень трудная для тренера, опять же. Поэтому тренер, я думаю, важен во всех командах. А есть какие-то моменты, на которые сейчас Smart Seven делает больший упор, и к чему вы там конкретно вы готовитесь? Я думаю, сейчас самое важное — это атмосфера и общение в команде, потому что именно это то, что дает такой прирост общей индивидуальности команды. То есть это именно общение. Именно из-за общения в большинстве случаев и выигрываются игры, потому что люди находят общий язык между собой, и им легче играть. То есть поэтому, я думаю, Smart Seven делает все правильно, то, что он направляет меня на путь именно коммуникации между игроками. Я считаю, что это правильно. Напомни, к какому турниру вы сейчас готовитесь? Мы готовимся к квалификациям на ВКТ Champions. Сам Champions пройдет уже где-то в сентябре вроде бы, должен быть, а все остальное будет как раз именно квалификации к нему. То есть все это очень долго. Насколько я знаю, у вас будет одна квалификация, и в случае, если вы не проходите, то еще одна сразу же. Как думаешь, вы пройдете с первого раза? Хватит ли вам опыта уже наработанного за этот месяц? Я думаю, что да. Конечно, говорить с уверенностью не всегда лучший выход, потому что невозможно быть всегда уверенным во всем. Как бы все может случиться, и ты можешь проиграть в любой момент. От этого никто не застрахован, поэтому я думаю, то, что мы должны проходить, я так скажу. Ну, как у вас сейчас проходят праки? Какой результат вы показываете? Пока что проходят более-менее хорошо. То есть и неплохо, и не идеально. То есть где-то на среднем уровне мы находимся, ищем для себя идеальный путь тимплея и идеальные карты для нас, чтобы нам было удобнее играть. Потому что все-таки для меня это новая роль, и для ребят это тоже... Я как новый человек, возможно, не с прошлым игроком они наиграли какой-то такой вот уровень игры, ну, такое, я бы сказал, даже понимание между друг другом, всякие раскидки и так далее, всякие сетапы. И, возможно, я их не знаю, допустим, эти сетапы, но при этом ребята знают эти сетапы. То есть мне нужно время, чтобы ко всему этому прийти, да. А на какой роли ты пришел в Нави команду? Я пришел, наверное, на роль больше такого саппорта и, как бы это правильно сказать, наверное, инициатора, потому что я играю на таких агентах по типу людей, которые накидывают флешки, накидывают всякие прикольные Ну, кто твои ножи. основные агенты? Я знаю Сова.
Сова, Кайо Бридж и Вайпер. То есть, да, такие агенты, которые больше на тимплей, а не на индивидуальный скилл делают внимание. Хорошо, а в других командах, вот в НИПах, на какой роли был ты? В НИПах где-то за год я наиграл на очень много агентов, потому что приходили новые игроки, опять же, менялись роли у всех почти, менялись роли даже просто потому, что кому-то было некомфортно играть на одной роли, в итоге пересаживались на другие роли. Вот, я играл на опорниках где-то некоторое время, потом в итоге на опорниках я понял то, что не мое, в итоге я обратно перешел на сову Sage, то есть вообще играл много на ком, я бы сказал, даже почти на всем играл, потому что, ну вот у нас были такие моменты в команде, когда нужно было пересаживаться на другие роли, и это могли сделать только некоторые люди, вот, в том числе и я. А с твоим приходом в Нави у твоих тиммейтов тоже поменялись роли? Кто сейчас на какой роли, расскажи? И тоже хотела спросить, кто капитан команды сейчас, потому что Арч ушел. Капитан команды сейчас Миша Дина. Я думаю, то, что для Миши это не проблема. Вроде как я помню, Миша был капитаном давным-давно еще, когда мы играли вместе в Warface, по-моему, если не ошибаюсь. То есть для него это не новая роль, но она очень тяжелая, потому что капитан — это такая роль, одна из самых важных в команде, которая помогает именно собираться как команда. То есть капитан именно это лидер. Вот. А насчет ролей, я думаю, с ролями все хорошо, потому что каждый играет на роли, на которой он уверен больше всего. То есть Миша играет на роли смокера, Артур играет на роли дуэлянта, Кирилл играет на почти такой же роли, как и я. То есть мы иногда меняемся с Кириллом. И Денис играет на роли опорника, то есть на роли Сентинела. Вот. Я с ролями в целом, я думаю, это самый лучший расклад, который только может быть. Вот. Поэтому, я думаю, с этим проблем не должно быть. Хорошо. Расскажи, какие вообще сейчас в команде планы на следующие турниры и чего вам еще хочется достичь лично тебе, например, в дисциплине, и к чему идет вся команда? Лично для себя, конечно, самое главное — это победить. Понятное дело, это невозможно прийти сразу в команду как бы и ставить ставки на победу сразу же в первых же турнирах, потому что это очень тяжело. То есть команда вообще должна лично для меня хотя бы побыть некоторое время, чтобы понять друг друга, чтобы найти оптимальный стиль игры друг для друга. И я думаю, то, что команде как минимум нужно побыть немного вместе. Возможно, месяц, возможно, 2, возможно, полгода. То есть команде нужно найти себя сначала. Вот, поэтому я думаю, то, что сначала нужно именно вот найти себя. И когда мы найдем себя, возможно, мы будем лучше. Возможно, не будем лучше. Как бы только время покажет, что в общем будет происходить. Как карта ляжет. Как карта ляжет, так и время будет, как Да. говорится. Поэтому... Скажи, ну вот ты рассказываешь, что тренировки занимают очень много времени, соответственно, на буткемпе еще больше. Да. Но вот когда ты там в своем родном городе, кстати, напомню, откуда ты? Я из города Железноводск, это Ставропольский край. Это где-то далеко очень отсюда. Но подожди, и живешь ты тоже там, да? Да. Хорошо. Вот, когда ты в Ставропольске, у тебя есть какое-то хобби в свободное время? Чем ты занимаешься? Может, ты стримишь или смотришь кого-то из стримеров? В обычное время я стараюсь проводить время с самим собой, потому что я фокусирую больше внимания на себе, потому что я хочу развиваться как личность, развиваться как игрок. То есть я могу пойти посмотреть какие-нибудь демки какого-нибудь стримера на Твиче, то есть по Valorant. Обычно это про игроки, потому что я смотрю на про игроков и понимаю, что они делают, как они играют на каких-то агентах. То есть смотрю какие-нибудь матчи, опять же. То есть больше занимаюсь такими делами по типу саморазвитием. Да. Ты сейчас очень много времени, получается, уделяешь Valorant. И как ты думаешь, может у тебя произойти какое-то выгорание? Ну, выгорание может случиться у любого человека, потому что это безумно много эмоций. То есть от игры ты получаешь как много эмоций, так и ты можешь тратить много эмоций на игру. То есть нервы, всякие выгорания — это обычное дело, я думаю, должно случиться с каждым человеком абсолютно. Самое главное — правильно подойти к этому. То есть взять какой-то перерыв, возможно. У нас, понятное дело, есть перерывы, то есть мы тренируемся, да, там по 8-10 часов в день, но при этом у нас есть также выходные дни, то есть где мы отдыхаем от игры,
И я думаю, при таком раскладе выгорание вряд ли может произойти. Но если оно происходит, то, я думаю, нужно взять перерыв в любом случае. Это серьезная тема, и с этим лучше не шутить. Хорошо. Расскажи какой-то факт о себе, который мало кто знает. Вообще, это интересная ситуация. О нем реально мало кто знает. И такой факт случился в детстве. То есть в детстве у меня были проблемы с наушниками. И с этими наушниками случилось то, что они, по-моему, сломались. И у меня были такие маленькие капельки. То есть такие проводные наушники маленькие, которые от телефона обычного какого-нибудь. Вот, я играл с ними очень давно, еще в детстве, когда мне лет, наверное, было 10, возможно, меньше. И в то время я перепутал наушники. По-моему, я левый наушник вставил в правое ухо, а правый наушник вставил в левое ухо. То есть я их поменял местами и играл так очень долго. То есть вот, и к этому времени, то есть сейчас, я до сих пор так играю. То есть, как бы это странно ни звучало, но... То есть мне приходится менять расположение наушников. То есть обычно люди играют левый звук в левом ухе, правый звук в правом ухе. Я играю наоборот. То есть... А почему? Тебе так удобнее или тебе... Я просто привык. Я пробовал отвыкать, но это очень тяжело, и на это нужно очень много времени, и мне просто лень уже отвыкать от этого. Это очень странная ситуация, но что поделать. Очень интересно. Ладно, хорошо. Дай тогда какой-то, еще хотела в конце тебя попросить, чтобы ты дал какой-то небольшой совет начинающим игрокам, вот как им развиваться, что им нужно, там, как улучшать свои навыки. Самое важное, наверное, это именно работать над собой, то есть работать над тем, что у тебя не получается. Во-первых, возможно, это проблема в стрельбе, возможно, это проблема в коммуникации, возможно, это проблема в тимплее с командой. То есть ты должен сам для себя понять, в чем у тебя проблема, чего тебе не хватает. То есть у кого-то это проблемы со стрельбой. Если у тебя проблемы со стрельбой, то тебе нужно как можно больше делать упор на стрельбу. То есть нужно, чтобы кто-то со стороны посмотрел в идеале, да? На твои демки? Возможно, со стороны. Возможно, ты сам должен к этому прийти. То есть самое главное — это просто... Если у тебя реально есть мотивация работать над собой и становиться лучше, то с этим у тебя проблем не должно быть. Потому что человек, если у него есть мотивация и какие-то цели стать лучше, то, я думаю, он должен к этому идти, потому что именно стать проигроком — это довольно тяжело. Поэтому человек должен много работать над собой. То есть, не знаю, поиграть с другом, возможно, поиграть с каким-нибудь проигроком, он укажет на твои ошибки. То есть вариантов куча. Возможно, ты сам должен это понять. То есть зайти на какой-нибудь, я не знаю, обычную игру в матчмейкинге, записать эту игру, пересмотреть ее, понять, где ты прав, где ты что-то сделал не так, и потом уже стараться как-то это решать. То есть это просто нужно работать. Это не так уж тяжело. То есть нужно просто замечать, в чем ты не прав и где ты ошибаешься. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, если хотите увидеть что-то еще на канале Нави.